С наступлением осеннего периода настроение снижается даже у самых жизнерадостных людей. Хоть в известном всем нам фильме и поется, что у природы нет плохой погоды, согласных с этим утверждением найдется немного. Недостаток солнца, тепла, дождливая погода за окном – все эти, казалось бы, мелочи становятся причиной сезонной депрессии. В медицине данное состояние имеет свое обозначение – сезонное аффективное расстройство, о борьбе с которым мы сегодня с вами и поговорим. Здравствуйте, мои хорошие! По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия – одно из наиболее распространенных психических расстройств. Каждый третий человек хотя бы раз в жизни сталкивался с этим. С осенне-зимней хандрой, согласно статистике ВЦИОМ, не понаслышке знакомы примерно 42% людей. При этом у 6% затянувшаяся апатия приводит к развитию сезонной депрессии или сезонного аффективного расстройства – САР. Молодые люди чаще сталкиваются с отклонением, чем пенсионеры. Около 80% пациентов испытывают первый приступ в возрасте 18-30 лет. Также наблюдается гендерная предрасположенность заболевания. Женщины чаще страдают от сезонной депрессии, чем мужчины. Осень в природе – это всегда подготовка и переход к зиме. Какие-то животные впадают в спячку, какие-то наращивают подкожный жир, а какие-то меняют свою шубку. Человек не исключение, ведь по сути своей мы тоже млекопитающие. Уменьшается продолжительность светового дня, начинают претерпевать изменения и циркадные циклы жизни человека, меняется гормональный фон, баланс гормонов кортизола, дофамина, мелатонина, серотонина. Серотонин – это нейромедиатор, регулирующий настроение и эмоции. У людей с сезонной депрессией концентрация этого гормона снижается, что приводит к изменению настроения и поведения. Многие люди сталкиваются с падением работоспособности, повышенной утомляемостью. Большую часть времени они предпочитают проводить дома. Запасы полезных веществ и витаминов, которые организм получал летом, постепенно истощаются. Генетический фактор также играет роль в развитии САР. Исследования показали, что у пациентов, у которых есть близкие родственники с депрессией, риск развития нарушения в несколько раз выше. Еще один фактор, влияющий на проявление депрессии – окружающая среда. Например, жизнь в северных широтах, где зимой мало света, увеличивает риск развития заболевания. Если классические проявления депрессии – это снижение настроения, повышенная утомляемость, потеря интереса к работе и любой деятельности, то при осенней депрессии все это выражено достаточно слабо. Гораздо сильнее проявляются снижение или повышение аппетита, повышенная сонливость днем и бессонница ночью, снижение концентрации внимания, чувство вины, апатия, суетливость, неспособность найти место, тревожность, беспокойство. Осенняя депрессия у женщин, как и любая другая, встречается чаще и проходит тяжелее. К вышеупомянутым симптомам добавляется тоска, излишняя эмоциональность, перепады настроения, тяга к сладкому и мучному, провоцирующая набор веса. Осенняя депрессия у мужчин проходит не так ярко, но сопровождается жалостью к себе, злостью, раздражительностью, скукой. Осложнения сезонной депрессии при отсутствии лечения могут быть очень серьезными и негативно влиять на качество жизни. Суицидальные мысли и попытки самоубийства, снижение производительности, проблемы в отношениях, ослабление когнитивных функций, злоупотребление алкоголем или наркотиками, чтобы справиться с симптомами расстройства, развитие соматических недугов, ожирение, сахарный диабет, физические проблемы, головные боли, боли в животе, нарушение пищеварения, общее ухудшение здоровья и увеличение риска развития других психических и физических патологий. Как справиться с осенней депрессией самостоятельно? Лучше готовиться к ее приходу заранее. Проводите больше времени на свежем воздухе, особенно в ясные и солнечные дни. Это поможет получить достаточное количество естественного света и витамина D, необходимого для здоровья костей и иммунитета. Свет также крайне необходим для производства в организме гормона счастья – серотонина. Полчаса на улице – это минимум, который нужно провести вне дома. И желательно, чтобы это не был стремительный бег к автобусной остановке, а легкая неспешная прогулка. Соблюдайте регулярный режим сна и бодрствования. Ложитесь спать и просыпайтесь примерно в одно и то же время.
Осенью особенно важно спать не менее 8 часов в сутки и рано ложиться в постель, чтобы и без того ограниченный запас сил успевал пополняться. Избегайте дневного сна, а также кофеина, алкоголя и никотина на ночь, так как они могут привести к бессоннице. Поддерживайте здоровый образ жизни. Питайтесь правильно и разнообразно. Избегайте переедания и фастфуда. Ешьте как можно больше овощей и фруктов. Не забывайте об углеводах, главных поставщиках энергии, столь необходимой в борьбе с осенней хандрой. Только выбирайте сложные углеводы – каши, бобовые, овощи. Быстрые углеводы – мучное, сладкое – превратятся в лишние килограммы. Цельнозерновые и молочные продукты, бананы, сухофрукты способствуют производству гормонов счастья. Также не стоит забывать о рыбе. Она стимулирует клеточный метаболизм и дает сильный заряд энергии. Занимайтесь физической активностью по крайней мере 30 минут в день несколько раз в неделю. Физическая активность поможет сжечь лишние калории, укрепить мышцы и кости, повысить настроение и самооценку, улучшить кровообращение и метаболизм. Поддерживайте социальные связи. Общайтесь с друзьями, родственниками, коллегами, занимайтесь общественной или волонтерской деятельностью. Не изолируйте себя от окружающих, а делитесь своими чувствами и проблемами с теми, кому доверяете. Объятия – лекарство от депрессии и одиночества. Для объятия не нужен особый повод. Телесный контакт снижает стресс, укрепляет иммунную систему и психику. Объятия способствуют выбросу эндорфина и усиливают уверенность в себе. Это удивительно. Короткий контакт с близким человеком обеспечивает целый ряд позитивных физических и психических изменений. Часто обнимающиеся люди более здоровы, они расслаблены, счастливы и дружелюбны. Так как ярких красок и света становится меньше, сделайте на рабочем месте и дома перестановку. Добавьте ярких цветовых акцентов. Оранжевый, желтый, красный и весенне-зеленый способствуют выработке эндорфинов. Выделите время на хобби. Постарайтесь найти в своем распорядке дня хотя бы 30 минут на приятные творческие занятия – рисование, рукоделие и так далее. Особенно этот способ борьбы с хандрой актуален для женщин. Ищите позитивные стороны в жизни. Старайтесь не фокусироваться на негативных аспектах и не обобщать неудачи. Признавайте свои достижения и успехи, цените то, что у вас есть. Практикуйте релаксацию, медитацию или йогу, чтобы снять стресс и напряжение. У всех бывают дни в осенне-зимний период, когда они чувствуют себя вялыми или немотивированными. Но если неприятные симптомы вызывают сбои в вашей жизни или жизни ваших близких, не стесняйтесь обратиться к врачу. САР – серьезное заболевание, требующее профессиональной помощи. Обратиться к врачу стоит в случае, если симптомы нарушения держатся более 2 недель подряд. Проявления расстройства мешают нормально жить и работать. Человек ощущает себя беспомощным, безнадежным или бесполезным. Появляются мысли о смерти или самоубийстве. Отмечается злоупотребление спиртными напитками или запрещенными веществами. Развиваются другие психические или физические проблемы, которые могут быть связаны с отклонением. Только опытный специалист сможет отличить серьезную болезнь от обычной хандры или усталости и назначить эффективный курс терапии. Фототерапию – использование искусственного света для компенсации недостатка естественного. Фототерапия проводится с помощью специальных ламп, которые излучают яркий белый или синий свет. Процедура может проводиться дома или в клинике. Длительность составляет от 15 минут до 1 часа в день. Фототерапия помогает улучшить настроение, сон и аппетит, снизить усталость и раздражительность. Психотерапия может стать бесценным вариантом для людей с сезонной депрессией. Психотерапевт поможет определить закономерности негативного мышления и поведения, которые влияют на депрессию, выучить позитивные способы справиться с симптомами и разработать методы релаксации, которые помогут восстановить потерянную энергию. Медикаментозная терапия – применение антидепрессантов, повышающих уровень серотонина в мозге и улучшающих настроение. Антидепрессанты назначаются в комплексе с фототерапией или психотерапией, или как самостоятельный метод лечения. Лекарственные средства могут иметь разные побочные эффекты, поэтому их важно принимать под контролем врача и не прекращать прием без его согласия.
Люди с сезонным аффективным расстройством испытывают симптомы в определенное время года. При смене времен года их депрессия переходит в ремиссию. Поэтому важно знать врага в лицо и быть во всеоружии перед его приближением. А на сегодня это все. Не болейте, берегите себя и близких, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!